Зеленский официально подтвердил, нефтепровод «Дружба» технически будет готов к эксплуатации к концу апреля. Несмотря на публичный отказ от поддержки российской нефти, восстановление магистрали – свершившийся факт. По сути, это не просто ремонт, а подготовка главного козыря. Киев открыто рассчитывает использовать возобновление транзита как прямой рычаг давления на Еврокомиссию. Цель прозрачна – разблокировать пакет военной помощи на 90 миллиардов евро, который намертво завис из-за вето бывшего руководства Будапешта. Без согласия Венгрии деньги не придут, и Киев дает понять – нет помощи. Нет нефти для нефтеперерабатывающих заводов в Центральной Европе. Параллельно в Ганновере немецкое руководство расставило приоритеты. Экономический суверенитет теперь напрямую приравнивается к национальной безопасности. Экономическая мощь, а не только военная сила, является основой самоутверждения в условиях свободы. Я стараюсь сделать эту мысль основной идеей нашей политики в Германии и в Европе. Друзья, приветствую вас на канале Медиашот. Коротко и о главном прямо сейчас. Оставьте реакцию и напишите комментарии. Заранее спасибо и начинаем. На самом деле ситуация с топливом в Евросоюзе сейчас критическая. Фридрих Мерц открыто заявил о непрерывном мониторинге, пытаясь гарантировать стабильность поставок бензина и авиакеросина. Ежедневное потребление нефтепродуктов в Федеративной Республике составляет около 2 миллионов баррелей, и любая заминка на «Дружбе» бьет по восточным землям Германии, где нефтеперерабатывающие заводы в Шведте критически зависят от поставок по трубопроводу. Немецкая экономика и граждане должны иметь возможность положиться на то, что снабжение такими центральными продуктами, как дизельное топливо, бензин и авиационное топливо, останется обеспеченным. Официальный Берлин признает напряжение на рынке, хотя и подчеркивает, что снабжение пока сохраняется. Это фактически ультиматум реальности. Запасы дизеля в хранилищах Евросоюза сейчас находятся на 5-летнем минимуме для этого сезона. Система работает на пределе. На данный момент, подчеркиваю, на данный момент, рыночная ситуация напряженная, но снабжение в Германии обеспечено. В случае негативного сценария правительство уже подготовило механизмы прямого вмешательства. Это означает использование стратегического резерва нефти и введение ограничений на экспорт нефтепродуктов. Германия перейдет к экстренным мерам распределения ресурсов, если южная ветка «Дружбы» не заработает в полную силу к маю. В случае, если ситуация обострится, мы подготовлены к мерам. В этот же момент новый лидер Венгрии Петер Мадьяр выставил Зеленскому жесткое требование – прекратить политические игры и открыть транзит. Он подчеркнул, что стабильность южной ветки «Дружбы» не подлежит обсуждению и не может быть предметом торга за дотации. Для Будапешта это вопрос цен на заправках, которые уже подскочили на 10% на фоне слухов о задержке ремонта. Я могу сказать президенту Украины следующее. Мы с ним не знакомы. Мы не разговаривали ни по телефону, ни как-либо иначе. Но это не игра. Так что если нефтепровод «Дружба», труба «Дружбы», подходит для транспортировки сырой нефти, пусть он его откроет, как и обещал. Мадьяр признает техническую взаимозависимость. Пропускная способность южной ветки составляет около 14 миллионов тонн в год, и без возобновления закачки со стороны России труба останется пустой. По сути, Будапешт требует от обеих сторон синхронного выполнения обязательств, называя тактику Киева попыткой дестабилизировать энергетический рынок региона. И мы просим русских начать перекачку нефти по нему. Потому что без участия обеих сторон он просто не будет работать. Венгерская сторона официально предупредила, попытки использовать транзит как рычаг давления Европа не примет. Любая форма блокировки со стороны Украины подрывает энергетический устав Евросоюза. Мадьяр дает понять, что даже самые лояльные союзники Киева в Брюсселе не поддержат остановку поставок в период весенней посевной. Мы не будем прибегать к шантажу, и я бы не советовал этого делать. Повторюсь, мы с ним не знакомы, но я бы не советовал президенту Украины идти по этому пути. Такого не потерпит не только Венгрия, но и вся Европа, в том числе европейские лидеры. Итог позиции Мадьяра прост: условия сделок нельзя менять в одностороннем порядке ради политических дивидендов. Любая иная стратегия – это путь к разрушению единого рынка и дестабилизации всего континента. Нельзя, чтобы уже достигнутые соглашения пересматривались, а европейских лидеров шантажировали. В Европе так не принято.
Пока Киев достраивает дружбу и держит руку на задвижке, ожидая миллиардов от Еврокомиссии, в Будапеште и Берлине уже вовсю готовятся к худшему. И если в мае по трубе пойдет первый поток, мы увидим, чьи интересы в этой игре на самом деле более значимые. Пишите в комментариях, как вы считаете, дожмет ли Зеленский Еврокомиссию своим нефтяным рычагом, или Будапешт найдет способ заставить Киев открыть кран без условий. Вот такие новости, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Александр, до скорой встречи, пока-пока.